День начался вот с такого рассвета. Ну нет, день начался с раскатов грома, молний и ливня, еще до рассвета. Отлично, вот это везение, разочарованно подумала я. А потом вот этот рассвет. И вечный вопрос, как быть и что делать в рамках одного дня, зазвучал так: ехать или не ехать? Ехать или нет, более чем за 200 километров от дома. А может быть, лучше остаться? Ответ на этот вопрос вы видите на экране. Конечно, ехать! Едем! За этот день мы увидели все краски израильского осенне-зимнего периода. Едем мы на север страны, в удивительное место с непростой историей. Это озеро Хула, которое располагается в одноименной долине. И поехали мы именно туда, не просто так. Еще немного времени и закончится период перелетных птиц. По дороге из Европы и Азии в Африку невероятное количество пернатых пролетает над Израилем. Между полетом над морем или сушей птицы выбирают все-таки сушу. И самая краткая дорога проходит как раз в небе над Израилем. К ночи они приземляются на отдых и подкормку, а летят днем, используя особое явление, позволяющее им парить. Это когда потоки теплого воздуха поднимаются от нагретого грунта, и птицы плывут по течению, не затрачивая много энергии на полет. Явление это термик, образуется только при свете солнца и только над землей, поэтому и отдают птицы предпочтение перелетам над сушей. Добрый день, дорогие друзья! С вами Павел и Лариса Платоновы. В Израиле уже активно идет пора миграции птиц. Сотни тысяч пернатых летят через Израиль из Европы в Азию и в Африку. Это уникальное явление происходит 2 раза в году. Осенью птицы летят, с детства помню, в теплые края. А весной возвращаются обратно на север. Сейчас озеро Хула принимает журавлей, многие из которых остаются здесь же на зимовку. Долина Хула с одноименным озером по количеству останавливающихся здесь птиц занимает 2-е место в мире после зоны Панамского канала. Это птичий заповедник мирового масштаба и крупнейший в мире центр наблюдения за птицами. И за время миграции перелетает здесь порядка 500 000 особей. Из них до 100 тысяч журавлей, 30 из которых остаются зимовать прямо здесь, в долине Хула. Нас впечатлил оригинальный дизайн центра для посетителей этого заповедника и развеселили фигурки пеликанов на входе в зал аренды транспорта. Протяженность маршрута вокруг озера составляет порядка 8,5 километров. Вот поэтому и предлагаются различные транспортные средства – велосипеды, веломобили и электромобили. А вот в этих тележках, приводимых в движение трактором, тоже наблюдают за птицами большими группами посетителей. Не терпится поскорее сесть вот такое транспортное средство, которое мы взяли на прокат, и понаблюдать за птицами, объехав озеро по периметру. Находимся мы примерно в 20 километрах от Галилейского моря или от озера Кенерет, как его принято называть в Израиле. Озеро Хула образовалось около 25 тысяч лет назад в результате извержения вулкана. Ручьи, стекавшие с Ливанских гор и голландских высот, не могли продолжать свой путь из-за глыб застывшей лавы, поэтому впадина, образовавшаяся в этих местах, стала постепенно заполняться водой. Сюда ежегодно стекали сотни миллионов кубометров воды из горных рек Дан, Снир и Баниас, образующих реку Иордан. Но узкое и мелкое русло Иордана пропустить всю воду было не в состоянии.
И так как не было достаточного стока вод, то в этой низине стали образовываться многочисленные болота. К концу 19 века Хула представляла собой заболоченную местность, кишевшую малярийными комарами. Много воды утекло с тех пор. Ушла в небытие малярия, забыты пожары, пыльные бури, загрязнение озера Кенерет и проседание почв. Печальные результаты неудачной мелиорации в этом районе. Осушение, бывшее тогда делом государственной важности, не принесло ожидаемых результатов. В долине серьезно нарушился экологический баланс, что вызвало также исчезновение специфической флоры и фауны. Пропали тростники, место гнездовья птиц, и птицы просто исчезли. Были противники осушения долины. И это привело к созданию Общества охраны природы Израиля в 1953 году и к решению выделить часть земель долины и озера под заповедник. Озеро Хула – первый заповедник Израиля, объявленный в 1964 году. Все это привело к остановке работ по мелиорации, а затем к возобновлению прежнего уровня воды в долине. В течение 7 лет с 1990 года реализовывался проект по заболачиванию осушенных земель и восстановлению долины Хула. Здесь заново возродился животный и растительный мир, утерянный в результате осушения. Теперь это один из развитых сельскохозяйственных районов Израиля, а также красивейший заповедник страны. От бывшего озера осталась лишь треть его площади. Часть его, так называемая Агмон Хула, что в переводе с иврита означает «тростник Хулы», находится в управлении Национального земельного фонда Израиля, а другая часть – Шмурат Хула, заповедник Хула, под защитой управления природы и парков Израиля. Заповедники Хула на постоянной основе также прокармливают журавлей и других птиц. Это делается уже много лет, чтобы птицы не вредили фермерским хозяйствам. Ведь если для любителей птиц, таких как мы, многочисленные пернатые гости – это предмет восхищения, то для местных фермеров это серьезная проблема. Представляете, сотни тысяч птиц слетаются и разоряют поля. А птицы уже знают участки, куда им каждый день высыпают тонны кукурузных зерен. И послушно там питаются. А если залетают на другие поля, то их оттуда шумом выгоняют на те, которые им уже знакомы. В этом проекте совместно с Израильским земельным фондом участвует Ассоциация фермеров долины Хула, районный совет Верхней Галилеи и правительственное ведомство. Подкармливая журавлей, ограждают от ущерба фермерские поля, сохраняя это совершенно уникальное с экологической точки зрения место, где дважды в год останавливаются миллионы перелетных птиц. На протяжении дня мы слышали вот такие звуковые сигналы и хлопки. Одна из перелетных птиц, распространенных на озере, это пеликан. Стая
может насчитывать до 1000 особей. Считается, что через Израиль перелетает от 40 до 75 тысяч особей. Это очень большая птица. Размах крыльев достигает 3 метров. Вес самца до 11 килограмм. Пеликаны питаются рыбой. Во время миграции птица преодолевает по 250 километров в сутки. И для продолжения полета ей требуется килограмм еды ежедневно. Чтобы нагулять жир на дальний путь, пеликаны делают остановку в Израиле. Птицы облюбовали пруды по разведению рыбы, и сюда стекаются сотни особей, что причиняет ущерб владельцам прудов, а косвенно и потребителям, поскольку это влияет на цену рыбы. В Израиле принято организовывать кормление пеликанов вдали от прудов с рыбой. В прошлые годы выделялось почти 900 тысяч шекелей на подкормку пеликанов. Большую часть носят Министерство экологии и сельского хозяйства, а также израильский ВВС и объединение рыбоводческих хозяйств. Последняя организация поставляет десятки тонн рыбы для подкормки пеликанов. В 2017 году Министерство сельского хозяйства хотело было отказаться от выдачи положенной суммы в 300 тысяч шекелей. Но значительные протесты не позволили им этого сделать. Идут исследования эффективности проекта подкормки пеликанов. Цель исследования – определить, не увеличивает ли кормежка птиц поголовье пеликанов и не стимулирует ли их задерживаться дольше в Израиле. Мы и ездили вокруг озера на электромобиле, и ходили над озером по вот таким специально оборудованным для посещений мостам. Наблюдали за птицами, поднявшись на эту смотровую башню. А на этой площадке, прямо в озере, также наблюдают за птицами и не мешают им. Всего на озерах Хулы останавливаются, зимуют и просто живут до 400 видов птиц. Мы кормили рыб, видели черепах и нутрий. Эти нутрии были завезены сюда с целью разведения, но разбежались и с удовольствием живут теперь в заповеднике. Видите у нее оранжевые зубки? Это значит, что зверек абсолютно здоров. Погода постоянно выдавала нам сюрпризы. То дождь, то солнце, то ливень, то ветер и снова солнце. Но несмотря на это, ничто не могло умалить очарование природы этой долины и помешать отличному настроению от встречи с этим уникальным местом и его обитателями.
На закате озеро поминутно меняло свою окраску, создавая просто сюрреалистичные картины. Уходить не хотелось. Курлыкали журавли высоко в небе, отовсюду неслось разноголосие птиц. Дорогие друзья, с вами были Павел и Лариса Платоновы. Мы провели очередной незабываемый день на природе Израиля, и это была долина и озеро Хула. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления на новые видео. Становитесь спонсорами нашего канала, и мы благодарим уже тех, кто оформил такое спонсорство. Всего доброго и до новых встреч. Будьте здоровы! Радуга Лора!